Тансан очень серьезно подошел к выбору колец на молот чистого неба. Это его атакующий дух, поэтому он искал самых сильных зверей, типа силы или атаки, чтобы получить наилучший эффект для молота. Добыть четвертое кольцо на молот небес оказалось невероятно трудно, так как противник был непростым. Этот темный бог-тигр был силен не по годам, даже имел собственную сферу. Как Тансан встретил этого тигра и чем все началось, смотрите в предыдущем видео на канале. Итак, Тансан шел прямо навстречу темному богу-тигру. Он сразу же выпустил свои 9 колец, которые были черными и красными. Однако неожиданно бог-тигр остановился в 30 метрах от Тансана. Он больше не рычал, его кроваво-красные глаза казались спокойными. Тансан почувствовал, что это был своего рода умный взгляд. Тигр искал его слабости. Острая ментальная сила Тансана уловила план темного бога-тигра. Был ли он обычным духовным зверем? Без сомнения, нет. Столкнувшись с ним, Тансан почувствовал еще большую опасность, чем встретив человеческого титулованного. Спустя минуту Тансан с улыбкой спросил: «Ну что, нашел слабые места? Я тебе помогу», и запустил сине-серебряного императора. Но темный бог-тигр внезапно исчез. Он пользовался навыками ветра, и даже Тансан не мог его обнаружить. В один миг тигр оказался прямо за спиной Тансана. Он обошел трезубец и вонзил когти в Тансана. Одна лапа ударила прямо в затылок, другая в запястье Тансана. Его движения были поразительно быстрыми. В сантиметре от тела Тансан почувствовал, с какой силой неслись эти удары. Однако на самом деле эти когти попали только в остаточное изображение, которое мгновенно исчезло, а не в самого Тансана. Его реакция была слишком быстрой. Снова уклонившись от тяжелого удара трезубца морского бога, тигр то наступал, то отступал, каждый раз избегая атак Тансана. Такой обмен ударами заставил каждого из соперников стать еще серьезнее. Темный бог-тигр понял, что с этим человеком не так легко справиться, как с теми духовными мастерами, которых он встречал раньше. Но это еще больше укрепило его желание поглотить духовную силу Тансана. Он знал, чем сильнее враг, тем больше пользы будет от его пожирания. «Умный парень», – сказал Тансан холодно и активировал третий навык. Была выброшена большая паучья сеть диаметром 20 метров, которая летела прямо на темного тигра. Не будь это Тансан, тигр уклонился бы от паутины, но она преследовала его по пятам. Сеть была всего в нескольких метрах от тигра, как вдруг его глаза вспыхнули красным. Он внезапно расправил крылья за спиной и с силой захлопал. Вылетели бесчисленные лучи, острые как лезвия, и разрезали паутину Тансана. Этот навык немного шокировал Тансана. К тому же черный свет, который излучал тигр, был и ветром, и энергией зла, слитыми воедино. Атрибут ветра плюс мощный всепожирающий атрибут зла разбили третий навык Тансана, который, к слову, был от зверя 50 тысяч лет. Полоса черного света выстрелила прямо в Тансана, двигаясь по земле. Там, где проходил черный свет, растения увядали и исчезали одно за другим. Всего за мгновение атака достигла ног Тансана. Его левая рука вонзила трезубец морского бога прямо в землю. Раздался взрыв, но он произошел в полуметре от трезубца. Темная пыль наполнила воздух. Вместе со взрывом пришла огромная злая энергия и чувство паралича, временно разрушившее ментальный зонд Тансана. Тансан отреагировал молниеносно. С помощью навыка полета он выстрелил прямо вверх, как артиллерийский снаряд, а другая кость ноги выпустила бесчисленные красные лезвия. Успешно сломав покрытие ментальной силы Тансана, темный бог-тигр исчез. И в предыдущей атаке он также раскрыл свой третий атрибут – молнию. Об этом великий мастер ничего не рассказывал. Зло, ветер, молния – 3 атрибута. Тансан осознал опасность в то же время, когда потерял след темного тигра, поэтому изо всех сил старался взлететь вверх. В то же время он использовал навык кости злобной касатки, чтобы защитить себя. И в этот момент над ним появилось огромное тело темного тигра. Гигантский крюк на его спине вылетел наружу. Он ударил Тансана прямо в макушку. Это было быстро, даже быстрее, чем телепорт. Но прямо перед этим 8-е кольцо Тансана было тихо выпущено под прикрытием этого взрыва пыли и грома. Как только тигр собирался ударить Тансана по макушке, возник ореол слабого красного света. Оглушение на 3 секунды. 8-я духовная способность сине-серебряного императора. Повернувшись в воздухе, трезубец морского бога ударил как хлыст, весом 54 тонны по спине тигра. Тансану казалось, что эта атака обязательно сокрушит темного тигра. Однако, когда трезубец морского бога безжалостно ударил зверя, Тансан сразу же почувствовал, как холодный поток прошел через трезубец морского бога, заставив его вздрогнуть. Навык таинственного неба был принудительно подавлен, и аура, наполненная злом, притягивала кровь и энергию в его тело, словно вырывая его. Если бы не сам трезубец морского бога, этот зловещий холод серьезно ранил бы Тансана.
Еще более непонятно то, что Темный Тигр не был разбит, а всесильный трезубец морского бога был фактически отброшен назад. Тансан даже на секунду потерял равновесие в воздухе и упал на 5 метров вниз. Тансан не понимал, как этот тигр мог заблокировать его трезубец морского бога. Ранее Бибидун и несколько титулованных не смогли с ним справиться. Когда Тансан поднял голову, то увидел серый световой барьер, полностью скрывающий тигра. Только этот барьер уже показывал многочисленные трещины после удара трезубца. На этом битва не закончилась. Далее будет еще интереснее. Продолжение будет позже, если вы, конечно, хотите узнать, что случится дальше. А в пятницу ждите видео о возвращении Тансана. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока.